Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Джонатан Андерсон относится к тому типу дизайнеров, которому из сезона в сезон удается выдавать настоящие хиты, демонстрируя изумительную работу команды и ателье. Вот и сегодня для Loewe он создал очередной модный шедевр – коллекцию «Осень-зима 2024-2025». Поскольку перед именитым испанским домом у модельера есть немалый перечень обязательств, то для него он постарался гораздо больше, чем для собственного бренда. Презентация новой линейки на холодный сезон состоялась на неделе моды в Париже. Она собрала внушительное количество звездных гостей, желающих не упустить возможность первыми познакомиться с очередным необычным, неожиданным, фантазийным гардеробом под маркой Loewe, который уже получил неофициальное название «Странноватый люкс с нотками аристократизма» или «Сюр для элиты». Модное действо устроили в юго-восточном предместье Парижа, в бывшем охотничьем поместье французских королей у стен Винсентского замка. Зрители пригласили в галерею «Лабиринт», окрашенную 3 оттенками зеленого. Модели проходили сквозь череду арок, что визуально мне почему-то напомнило заставку к сериалу «Санта-Барбара». Но это лично мое восприятие. У автора проекта явно была другая задумка. Выставочное пространство здесь украшали работы художника Альберта Йорка. Его пейзажи и натюрморты будто служат иллюстрациями к литературе начала XIX века с детальными описаниями оттенков травы, ароматов сада и легкого движения ситцевых занавесок. Йорк много работал с природными сюжетами, считая, что нас окружает земной Эдемский сад, поэтому стоит направлять творческую энергию на его запечатление. Джонатан предложил окунуться в эту атмосферу с привлекательной скромностью и немного примитивной простотой работ художника, что может даже показаться несовместимо с творческими находками, провокационными дизайнерскими идеями Андерсона. Но именно эта простота привлекла его к одномерным произведениям Йорка и подтолкнула к созданию новой коллекции. Еще одним важным источником вдохновения послужили винтажные тарелки с цветочными мотивами английской мануфактуры. На основе этих узоров дизайнером созданы принты и база рисунка для бисерной вышивки. Последняя сопровождала не только одежду, а еще сумки и обувь. Спешу предположить, что эти вещи легко станут самыми вирусными, как это ранее случилось с дутыми очками бренда. Во всяком случае, при просмотре видеоряда, друзья, от вашего взгляда точно не ускользнут колоритные сапожки в цветочек, платье и сумка в редисках или аксессуар в форме пучка керамической спаржи. Чем еще запомнился модный гардероб от Loewe? Это уже начиная с самого первого образа массивная металлическая пряжка на платьях Макси с имитацией кожаного ремня. Акцентная деталь не раз мелькнет на экране, на рубашках, жакетах и куртках, создавая эффект асимметричной застежки либо мягкой драпировки. Следующий интересный момент – Андерсон запросто адаптирует костюм для престижного колледжа под женскую фигуру и предлагает носить его с пестрыми брюками. К слову, в коллекции немало невероятно широких брюк. Они очень широченные, с внушительными сборками на талии, которые тянутся аж до колена. Эти шаровары, не знаю, как их иначе назвать, порой сопровождают дополнительные ремешки, молнии и огромные накладные карманы. Так что, если кому-то поднадоели традиционные карго, вот вам обновленная стильная модель. Поклонникам всего оверсайз, думаю, тоже понравится. Создавая уникальные модные наряды, Джонатан задумался о современной роскоши и ценности старинных вещей. Отсюда в коллекции резной из дерева воротник на пальто с рельефом, повторяющим ножку антикварного стула. Есть платье-ковер с изображением любимого питомца, одежда словно с мозаикой ручной работы или милый сердцу старый свитер в катышках. Сегодня ведущий дизайнер дома Loewe в который раз ломает шаблоны, продолжая удивлять нас провокационными, смелыми, возможно, не всегда понятными, но точно абсолютно не скучными образами. С интересом, друзья, жду ваше мнение о коллекции в комментариях. Большое спасибо за поставленный пальчик вверх и подписку на мой канал. Всем красоты
приятного просмотра и позитивного, солнечного настроения!